Ну, пока. Александр, спасибо за интервью. Я так понимаю, вам не понравилась наша сегодняшняя беседа? Нет, почему же? Она была изумительна. Скажу больше, она была изумительно неинтересна. Что именно вам не понравилось? Как раз наоборот, мне все понравилось. Из всех изумительно неинтересных бесед, которые у меня когда-либо были, это была самая долгая, да. В том смысле, что так долго в моем, не скрою, порой изумительно сомнительном прошлом еще никто не ковырялся. Зато вы, Юрий, когда вам наконец-то надоест заниматься журналистикой, можете смело попробовать себя в проктологии, поскольку ковыряться в чьем-то дерьмеце у вас получается, на мой взгляд, отменно. И я так понимаю, вас задели мои вопросы про Валентину Матвиенко, Пригожина и лидера Тамбовской ОПГ, да? Нет. Нет? Да. Так, да или нет? Ну, ты знаешь, вопрос, что называется, идиотский. Потому что любое «да» иногда может прозвучать как «нет». А в любом «нет» при желании можно всегда разглядеть «да». Слушайте, но вот сейчас я вообще ничего не понял. Юрий, ну перестаньте себя вести, как Оскар Кучера у вас же на интервью. Да и вообще, мне кажется, до меня у вас были исключительно потрясающие собеседники. Тот же Кучера, оскароносный, Артемий Лебедев, перьеголовый. Опять же, чета Цыгановых, на мой взгляд, бесподобная пара, точнее, бесоподобная, несмотря на то, что постоянно крестятся. Но, с другой стороны, люди хотя бы чем-то заняты. Я же, в свою очередь, во время нашей сегодняшней допроса, в смысле беседы, признаюсь, порой не знал, чем себя занять. И если бы не любезно предоставленная тобой Кока-Кола, я бы вообще не видел никакого смысла оставаться здесь и дальше. Почему? Видите ли, голубчик, дело в том, что я наивно полагал, что в сегодняшнем интервью мы будем говорить о настоящем, ну, возможно, еще и о будущем. А что, мы об этом разве не говорили? Ну, что-то подобное на эту тему, конечно, было. Мы детально выяснили, что я в настоящем ярый русофоб и в будущем планирую таким же и оставаться. Да. Но вот по поводу всех моих прошлых грешков, которые ты так умело вычленил из моего биографического нутра и посвятил им целое интервью, то я, по правде говоря, удивлен, как ты не додумался для своих подленьких вопросов поковыряться еще и в моем глубоком детстве. Я ведь там тоже не по-детски, можно сказать, нагрешил. Но тут вы как раз не угадали. У меня есть парочка таких вопросов, я просто забыл их задать. Так что спасибо, что напомнили. Не благодари, друг мой. Как видишь, мы с тобой снова, можно сказать, оказались в одном окопе. Ты по-прежнему продолжаешь мне писать в патроны, но, слава богу, перестал уже гадить в каску. Я вас слушаю, любезнейший. Правильно ли я понимаю, что когда вам было 3,5 годика, в детском садике, который вы втайне от родных посещали, на завтрак вы отказались есть манную кашу, потому что она была с комочками? Я такого сейчас уже не припомню, но возможно. Означает ли это, что уже в то время вы были не только ярым русофобом, но и отъявленным манкофобом?
Конечно. Скажу больше, я был еще и пенкофобом. Я принципиально не пил молоко, если оно было с пенкой. Подождите, с пенкой давайте разберемся с манкой. В свои 3,5 года вы не задумывались о том, что своими протестными действиями вы подрываете доверие к государственной системе общепита, тем самым провоцируя такой же протест среди своих коллег по детскому саду? Нет, я просто всего лишь хотел есть кашу без комочков. И в этом меня поддержали все остальные участники той незабываемой утренней трапезы. Особенно ясельная группа. Я бы даже сказал, группировка, в которую входили радикально настроенные, постоянно орущие маленькие граждане. Это правда, что повариха, которая готовила эту кашу с комочками... Позволю себе заметить, это скорее были комочки с элементами каши. Я просто их досконально диагностировал в то время, когда остальные дети уже все поели и радостно резвились на улице. Окей, так вот, повариха, которая это готовила, через месяц со слезами на глазах уволилась. Это так? Абсолютная правда. Скажу больше, уходя, она забрала все свои комочки, и с тех пор нам посчастливилось есть кашу без них. Окей, еще был один случай. Во время тихого часа, когда все дети должны отдыхать, вы вслух читали вашим односадникам свою книгу «Происхождение гениальности и фашизма». Да, вы бы видели, как они под нее прекрасно засыпали. Ничуть не хуже, чем сейчас под нее засыпают зрители на моем YouTube-канале. И последний вопрос. Правильно ли я понимаю, что вы попросили сторожа детского садика, чтобы тот принес вам в песочницу череп африканского бегемота? Да, именно так все и было. Зачем? Дело в том, что лепить пасочки и играться с кубиками мне было уже неинтересно. Хотелось чего-то новенького. А все, что из новенького и интересного было в коптерке у сторожа, так это череп африканского бегемота, который я и изучал с совершенно изумительным удовольствием. Я, кстати, Юра, с превеликим удовольствием изучил бы и ваш череп. Правда, кроме зубов. Почему? Потому что я вам не по зубам, Юрий. А сейчас прошу меня любезно простить, но нам пора заканчивать, поскольку у меня началось непроизвольное вздутие живота. Поначалу я думал, что это от большого количества выпитого мною колы, но, как выяснилось, все это от задаваемых вами, Юрий, вопросов. Пока.